Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. И если в предыдущем ролике я пытался снимать без этой чудесной дубленки и пытался извиняться за то, что я так выгляжу, то сейчас я этого делать не буду, потому что очень, блядь, холодно. Так вот, в предыдущем ролике мы мариновали чудесную индейку. На самом деле, начало этого ролика было полчаса назад, но для вас это был предыдущий ролик. Или когда он там идет. И тут индейка, она очень хитрая, сложная. В ней идет розмарин, тимьян, чеснок, имбирь, цедра лимона, цедра апельсина, сок лимона и апельсина и яблочный сок. И при этом еще нужен инъекционный шприц, и все это дело вот так, значит, нашприцовывается, и вот она у нас здесь стоит. Сложновато. Для тех, кто скажет, типа, братан, там блендер еще все это перемешивается, через вот такое сито, значит, отцеживается. И мне кто-нибудь скажет, типа, братан, ты можно что-нибудь тоже, чтобы индеечка, да? Ну как-нибудь, чтобы попроще, вот для людей. Делаю для людей голени. Иногда нужно порезать мясо или салат, а разделочной доски рядом нет. Тогда я беру кинжаль и режу прямо на смартфоне. Все в шоке, а это Vertex Stone с реально прочным экраном. Вертексу пофиг на кинжаль. Вертексы отверткой били и машиной по Вертексу ездили. Ему пофиг, он просто работает. Выглядит телефон симпатичненько, даже очень. Причем есть все технологические фишки. Есть бесконтактная оплата и сканер отпечатка пальцев. Но, конечно, самое прикольное — это ударопрочный экран. Не нужно тратиться на защитное стекло. Vertex уже поверило 2 миллиона россиян, которые купили Vertex в прошлом году. Vertex — народные смартфоны от 3900 рублей. И, между прочим, с доставкой по всей России. Скидка 500 рублей при заказе от 5000 и 1000 рублей при заказе от 8. А промокод РУКРЕМОВ, ссылка и условия акции находятся в описании. Сразу говорю, друзья, этот рецепт на 6-8 вот таких здоровенных голени индейки. Берем где-то литр воды или типа того и растворяем там стакан соли и стакан сахара. Это всегда такая база маринада, потому что это усилители вкуса, самые простые. И теперь кипятим все это дело полчасика с 5-6 лавровыми листами и где-то столовой ложечкой душистого перца. Ну, можно 20 минут после закипания, чтобы оно все там отдало вкус и ароматы. Чтобы ноги варились в кипящем маринаде, нам не надо, поэтому просто погружаем все это дело снег, можно даже немножко снега не желтого насыпать, и маринад станет холодным. Ноги закладываем в какую-нибудь тару, где они более-менее плотно лежат, ну, чтобы маринад был не слишком супер жидким. Вот, а то можно, конечно, вот так как-нибудь раскидать. Заливаем наш уже остывший более-менее маринад, и он все равно, блин, он реально чуть теплый, но здесь так холодно, что из них все равно идет пар. И важно, нужен фруктовый сок. Это самый простой способ сделать холодный длительного хранения, длительного маринования. Маринад очень вкусным и фруктовым. Просто ливануть готовый уже выжатый сок. Ананасовый, яблочный, персиковый, для разного мяса по-разному. Это всегда работает. Литр. Если бы это была целая индейка, я бы сказал вам 48 часов. Но так как это ноги, то есть они отрезаны, и у них вот здесь вот будет все запитываться через отрезы, то 12-24 типа того. Ну, минимум на ночь, то есть 12 часов. Итак, друзья, следующее утро, доброе утро, отличное утро. И, собственно, все, ноги у нас готовы, ну, готовы к готовности что-то с ними делать. Посмотрите, какие красавчики. Короче, пропитались они явно сколько могли. Прям видно, что аж маринад вот этот слегка зеленоватый внутрь заходит. Теперь очень важно, и вы, наверное, спросите, что это у тебя на столе стоит? Перед тем, как мы все это дело будем коптить и потом глазировать и жарить и всякое такое, очень важно добиться сухой корки. То есть у нас идеальная вот эта вот дымная корочка, не кислая от дыма, а офигительная, она получится только если мы сейчас их подсушим. Для этого у меня есть, ну, например, вот такая вот ветродуйка обогревательная. Она просто теплым воздухом дует, то есть они не будут там
готовится, но подсушит достаточно быстро, там буквально, не знаю, буквально, я думаю, хватит, ну, часа точно. Главное, чтобы кожа была сухой-сухой, только тогда начнем готовить. Ничего, ни соли, ни перца сейчас не добавляем, там все просахарилось внутрь уже за ночь. Ну и, собственно, вы спросите, насколько же их высушить. Мы высушили вот настолько, что аж кожа, ну это заняло где-то часик, мы ждали. Смотрите, аж кожа стала прозрачной, то есть они абсолютно сухие, а это значит, что их можно будет крайне успешно прокоптить. Теперь нужно наши чудесные подсохшие ноги круто закоптить с вашей любимой барбекюшной приправой. Я взял вот такую, мне нравится, как она пахнет, но вы можете брать абсолютно любую, либо просто там соль, перец, зиру, там перемолоть все это дело и получится нормально. Чтобы приправа прилипала, потому что она к сухим абсолютно ногам не прилипает. Возьмем немножечко маслица. То есть возьмем свежемолотого перца. Хорошо вот так соли. Возьмем пару столовых ложек нашей чудо-приправы. Вот так вот. Сделаем вот так. И сейчас оно все у нас прекрасно будет прилипать. И просто натираем хорошенько вот так ноги. Это на самом деле не обязательно. Корка по-любому будет. И как вы помните, маринад отлично пропитался внутрь. Но если мы можем вот так сделать, то почему бы и нет. Выкладываем все это дело на непрямой жар, то есть угли у нас только сбоку, а индейка лежит вот так. И, собственно, коптим. Коптим хорошенько вот на яблоне. У нас здесь вот такие вот щепки яблоневые, и они достаточно влажные. Ну, пока что одну положим, потом еще положим. Закрываем таким образом, чтобы щепа была, короче, напротив вашего поддувала. То есть, чтобы дым шел от щепы, обволакивал мясо и выходил сверху. Теперь возьмем немного барбекю соуса и смажем ножки, которые уже готовы. Так. Посмотрите, какая красота. Разве это не красота? Ну, все. Смазываем вот так. И буквально еще, чтобы глазировочка прихватилась, и буквально 5-10 минут, и все. Они прям подкопченные до центра. Видите, аж от косточек отваливаются. Самый главный признак готовности — это если вот так вот оголилась косточка. Если косточка вот так оголилась, значит все уже готово. Ну а, собственно, глазировочка прихватилась. Больше нам особого никакого скилла не надо. Можно посмотреть, насколько они сочные внутри. Это все, что нам интересно. То, что они вкусные, это без вопросов. Возьмем одну ножичку и проверим, что там внутри. Прокопченная с дымным кольцом розовым индейка. И даже, посмотрите, она даже сочная, даже влажная, потому что мы капец как пропитали ее маринадом. Просто капец. Давайте еще одну разрежу я. Не знаю, давайте вот эту среднюю предположим. Вот смотрите. Отрезаю. Нажимаю. И где вы видели такие ноги, чтобы из них вот так вот текло? В прямом смысле текло. Кусочек за ваше здоровье. Удивительно, но это очень вкусно. Фишка маринования: можно и просто посолить, поперчить и коптить. Не вопрос. Но вот этой сочности, чтобы можно было прямо вот так откусить, ну, нежный оттуда сок тек, без маринования хотя бы на ночь, к сожалению, не получится. Собственно, используйте это знание во благо, а не во зло. А с вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Ставьте свои куриные ножки вверх. Берегите близких. Всем пока.